Пускайте меня снова с нею танцевать, а не то до боли пропадем мы с ней. А я сегодня закончила статью по атопическому дерматиту. Да, мне знакома тяжесть течения. Копай. Да что они себе позволяют? Снова с нею танцевать, а не... Уважаемые коллеги, здравствуйте! У нас сегодня очень интересная тематика. Мы сегодня будем говорить об атопическом дерматите детского возраста. Проблема, которая волнует, будем говорить, не только дерматологов, но и специалистов очень многих других областей медицины. Это и педиатры, конечно же, это и аллергологи. Я думаю, что то, о чем мы будем говорить, то, как мы это будем делать, будет интересно всем смежникам. Но для начала нужно определиться, что такое вообще детский возраст. Ну, например, на той картинке, которую вы видите, по версии Европейского медицинского агентства, к детскому возрасту относится возраст от 0 до 17 лет. И европейцы выделяют 4 фазы развития детского возраста. Это новорожденные от 0 до 27 дней, это младенцы и малыши 28 дней и 23 месяца. Далее идут дети от 2 до 11 лет. И это, конечно же, подростки от 12 до 17 лет. Существуют и другие классификации. Для того, чтобы быть предельно честным, я взял статью из малой медицинской энциклопедии советского еще издания 91 года, где говорится о том, что детский возраст – это возраст от 0 до 18 лет. И здесь некоторые есть расхождения. Да? В чем они выделяются? Больше подразделов, больше подгрупп. Это период новорожденности от 0 до 4 недель. Это грудной период от 4 недель до 1 года, период раннего детства от 1 года до 3 лет, дошкольного возраста до 7 лет соответственно, младший школьный возраст до 10-12 лет и подростковый период. Причем говорится о том, что он различается у мальчиков это возраст от 12 до 17-18 лет, у девочек это возраст от 10 до 17-18 лет. Теперь, когда мы уже с вами знаем, что такое детский возраст или имеем это понятие, важно определиться вообще, откуда пошло это название атопический дерматит, откуда появился этот термин атопия. И вообще история уходит своими корнями в 1923 год, когда в журнале «Иммунология» появляется очень интересная статья под авторством 2 американских докторов. Изначально они вышли из инфектологии, были прекрасными микробиологами, потом стали иммунологами. Так вот, в этой статье они описывают очень необычный тип гиперчувствительности к различным веществам окружающей среды, который возникает исключительно у людей, и наблюдается он у них в семьях без явной предшествующей сенсибилизации. Это состояние было описано, но они испытывали некоторые трудности для того, чтобы вот это состояние определить каким-то либо одним словом, либо хотя бы словосочетанием. И в связи с этим, в связи с возникшими филологическими трудностями, они обращаются к своему другу, преподавателю греческого языка Колумбийского университета в Нью-Йорке Эдварду Перри, и он предлагает этим ученым использовать термин атопия. Итак, понятие атопии. Что это такое? Атопия от греческого означает дословно не на своем месте или странный, не тот. Вообще сейчас под атопией подразумевают генетическую предрасположенность к аллергическим реакциям. Астма, аллергический ринит, атопический дерматит и гиперпродукция иммуноглобулина Е под воздействием антигенов окружающей среды или антигенов, которые поступают через пищу или дыхание. Атопии сопутствуют 5 признаков. Во-первых, это эозинофилия крови и тканей. Во-вторых, это иммунные дисфункции, которые связаны прежде всего с угнетением клеточного иммунитета.
Это повышенный уровень иммуноглобулина Е, это увеличение трансэпидермальной потери воды. И пятый признак – это резкое повышение чувствительности к факторам, которые способны вызывать зуд. Еще одно понятие, о котором мы с вами должны знать, которым прекрасно владеют аллергологи и педиатры, может быть, для дерматологов. Дерматологи меньше им оперируют, но тем не менее мы, как смежники, обязаны знать, что существует понятие атопического марша. Это последовательные фазы одного процесса, которые подразумевают несколько групп симптомов, которые способны переходить либо из одного в другой, либо появляться самостоятельно. Ну, прежде всего, это дефекты эпидермального барьера, например, острый дефицит филогрина, одна из основных причин развития клиники атопического дерматита, и которая ведет к нему, да, и чаще всего атопический дерматит бывает иммуноглобулин Е ассоциированный. Это возможный переход в астму и это возможный переход в аллергический ринит. Ну, долго ли, коротко ли, но мы с вами подошли к понятию, к определению понятия атопического дерматита. Что же в настоящее время подразумевает под этим термином атопический дерматит? Ну, для того, чтобы лучше себе представлять эту проблематику, мы с вами обратимся к версии гайдов по атопическому дерматиту японским, версии 2017 года, где ученые говорят о том, что атопический дерматит – это зудящий экзематозный процесс с определенным характером течения. То есть это хронический процесс с периодами ремиссии и рецидивов. Также указывается, что большинство пациентов с атопическим дерматитом имеют проявление атопического диатеза. Но вот дерматологи, наверное, меньше оперируют этим понятием, аллергологи и педиатры больше. Тем не менее, подразумевается, что атопический диатез – это персональный или семейный анамнез или история астмы, аллергического ринита или конъюнктивита, атопического дерматита или предрасположенность к повышенной выработке иммуноглобулина Е. Что касается процессов патофизиологии и патогенеза, то, на наш взгляд, очень хорошо эта таблица представлена в классическом пособии Рука 2016 года, где в качестве причин развития атопического дерматита указываются две составляющие. Прежде всего, это генетическая предрасположенность и, конечно же, это факторы внешней среды. Далее это эффекты, которые вызывают эти причины, на что они влияют. Они прежде всего влияют на изменение функции кожного барьера и кожи как таковой. Далее происходит проявление основной патологии, а именно аберрантное воспаление кожи, что формирует само состояние атопического дерматита как болезни. Если говорить о генетической составляющей данной нозологии, про которую мы с вами сегодня говорим, то в настоящее время расшифрованы 21 ген, которые могут быть рассмотрены как гены-кандидаты, ассоциированные с возникновением атопического дерматита. И данный слайд, который вы видите сейчас перед собой, я надеюсь, что люди, которые будут монтировать, собственно говоря, эту программу, они вам его обязательно покажут. Он это демонстрирует. Гиперчувствительность кожи при атопическом дерматите, она связана с аномалиями в роговом слое. Ну, казалось бы, что нового мы можем узнать о строении эпидермиса? Ничего. Но, тем не менее, каждые 10-20 лет происходят все новые и новые открытия, которые касаются и белкового состава этого слоя, его устройства, его рецепторного поля и так далее, и так далее, и так далее. Уважаемые коллеги, данный слайд, который вы видите сейчас перед собой, схематично показывает всю сложность взаимоотношений между биологическими структурами, цитокиновыми каскадами, клеточными структурами кожи, которые возникают у с атопическим дерматитом. Важнейшее значение имеют три фактора. Это влияние средовых факторов, как пусковых. Далее происходит нарушение иммунной регуляции.
И ведущий механизм здесь клеточный, и данный дерматоз относится к Т-клеточным дерматозам. И, собственно говоря, все нарушения вот внутри клеточных взаимоотношений вызывают дисфункцию эпидермального барьера. Причем, если изначально очень велико влияние средовых факторов, то и потом эти средовые факторы имеют очень важное значение, потому что они поддерживают тяжесть течения данного заболевания на постоянном уровне, могут поддерживать очень длительное время. Если говорить о провоцирующих факторах и причинах в разных возрастных категориях, то, может быть, они одинаковые, но располагаются они совершенно в другом порядке. Если говорить о детях до 2 лет, то на первое место выходит, естественно, пищевой фактор, пища, а затем уже следует пот, сухость кожи, зуд, физико-химическая ирритация, клещи, пыль, микробы и грибы. Если же говорить о детях более старшего возраста, то здесь на первое место выходят такие понятия, как пот, сухость кожи, зуд, физико-химическая ирритация, опять-таки микробы, грибы и так далее. То есть меняется, может быть, факторы остаются одними и те же, но меняется их актуальность, будем так говорить. Все эти провоцирующие факторы, они вызывают нарушение функции кожи, что ведет к снижению барьерной функции кожи, к потере или излишней потере воды кожи, снижению порога зуда. И, конечно, все это влияет на состояние водно-липидной мантии кожи. Изменяется очень сильно микробиота кожи, ее микробный состав. Кожа очень сильно начинает подвергаться инфицированию. Поэтому вот лечение атопического дерматита, оно должно основываться на всестороннем понимании проблем, которые связаны с угнетением ее функции. Они бывают, вот, исходя из предложенной вам выше информации, очень и очень разными. Данный слайд показывает вам, что практически 70%, ну вот по данным японских, опять-таки, исследователей, 66%, если быть совсем точным, это 66,4%, это пациенты до 20 лет. То есть большинство пациентов с атопическим дерматитом так или иначе будут приходиться на детский возраст. Если говорить и оценивать тяжесть течения данного заболевания, то чаще всего тяжелое и очень тяжелое течение данного дерматоза чаще всего наблюдается в группе лиц до, будем говорить, до 3-й декады, до 40 лет. После барьера или отметки в 40 лет количество тяжелых и очень тяжелых случаев атопического дерматита оно становится минимальным. В основном у лиц старше 40 лет атопический дерматит начинает проистекать в легкой и средне-тяжелой формах. Если говорить о диагностических критериях, то с 1980 года, когда появилась знаменитая статья Ханифина и Райка по диагностическим критериям атопического дерматита, ничего на самом деле не изменилось. Для того, чтобы нам с вами аккуратно выставить диагноз атопического дерматита, мы должны с вами набрать 3 больших критерия, которые указаны опять-таки здесь на слайде, и 3 малых критерия. Больших критериев выделяют 4. Это зуд, наличие в анамнезе заболевания и семейном анамнезе атопии. Это хронический рецидивирующий характер заболевания. И это типичная морфология и расположение элементов клиники. А на малых я не буду останавливаться, наверное, они здесь перечислены. Вы можете сделать стоп-кадр, посмотреть внимательно, восстановить их в памяти. Это 20 целых малых признаков. Вот из них тоже нам нужно набрать только 3. Итак, клинико-диагностические критерии атопического дерматита. Надо понимать, что поскольку атопический дерматит относится к экзематозным аллергическим процессам, то атопического дерматита без зуда не бывает. Это основной признак, вокруг которого, если можно так выразиться, пляшет вся остальная клиника.
Второй момент, на который мы с вами, как специалисты, должны уделять особое внимание, конечно, это типичная морфология и локализация сыпи. Но для всех экзематозных дерматитов характерно либо островоспалительное течение, либо хроническое. Если мы говорим об островоспалительном процессе, то основными проявлениями таких процессов являются эритема, мокнутие, возникновение папул, папуловизикул, образование корок. Если мы говорим о хроническом течении данного заболевания, о хроническом процессе, то это прежде всего такие понятия, как инфильтрация, лихинизация или лихинификация, что по сути дела является одним и тем же. Это прурига, чешуйки и, конечно же, это корки. Для атопического дерматита чаще всего характерно симметричное расположение патологических элементов. И вторая вещь, которую тоже можно отнести к локализации процесса, это определенные особенности в зависимости от возраста. Ну, например, если говорить о младенцах, о младенческой фазе, то старт атопического дерматита у этих детишек происходит именно с локализацией на коже скальпа и лица, и в последующем процесс, конечно, может становиться генерализованным, распространяться на кожу туловища и конечностей. Если говорить про детскую фазу, то чаще всего процесс локализуется на коже шеи, сгибательных поверхностей крупных суставов, рук и ног. Ну и подростковая и взрослая фаза, а по сути дела клиника мало чем по локализации отличается. Процесс стремится к усилению, к локализации на коже верхней половины туловища, это лицо, шея, грудь и спина. Когда мы говорим о характере течения и говорим, что это хроническое течение с рецидивами, то если говорить про детский возраст, младенческий возраст, то хроническое и рецидивирующее течение – это более чем 2 месяца в младенческом возрасте и более чем 6 месяцев в детском, подростковом и взрослом возрасте. Данный слайд показывает вам критически интересные, на мой взгляд, проблемы атопического дерматита. Во-первых, это проблема дифференциальной диагностики. Казалось бы, что диагноз поставить достаточно просто, но существует большое количество моментов, которые иногда нам затрудняют постановку правильного диагноза. В этой связи мы всегда должны думать о проведении дифференциальной диагностики. Если говорить о детском возрасте, то таковую мы должны, во-первых, проводить внутри самой группы дерматита и экземы. То есть мы должны делать дифференциальную диагностику с контактным дерматитом, сибарейным дерматитом. Мы обязательно должны проводить дифференциальную диагностику с инфестациями и прежде всего с чесоткой. Конечно же, мы должны проводить дифференциальную диагностику с генетической патологией кожи, и прежде всего с ихтиозами, в более взрослом состоянии, с более редкими заболеваниями, такими, например, как первичная этоклеточная лимфома кожи. Второй момент особенностей атопического дерматита, конечно же, это клинические варианты. Надо сказать, что вот те клинические варианты, которые перечислены на данном слайде, они не имеют отношения или, говорят, неприменимы к младенческой фазе. Но, тем не менее, в более взрослом детском возрасте, это период раннего детства, школьного возраста, подросткового возраста, могут наблюдаться такие варианты, как вариант поражения сгибательных поверхностей, вариант поражения разгибательных поверхностей. Кстати, когда мы говорим о разгибательных поверхностях, иногда в некоторых книжках это называется псориазиформный атопический дерматит. Это может быть сухой вариант поражения при детской форме атопического дерматита. Это может быть вариант голова, шея, грудь, спина, эритродермия. И это может быть комбинация вариантов. Диагностическими критериями атопического дерматита при всех возрастных формах является семейный анамнез отягощенный, персональный анамнез отягощенный, имеется в виду прежде всего бронхиальная астма, аллергический ринит и конъюнктивит, фолликулярные папулы, так называемая гусиная кожа, и это высокий уровень иммуноглобулина Е. Ну и, конечно же,
надо понимать, что клиника атопического дерматита, она может приводить к некоторым осложнениям. Выделяет осложнения со стороны кожи и выделяет осложнения внекожные. Вот со стороны кожи это могут быть осложнения, связанные с вирусной инвазией, с грибковой, бактериальной инвазией. Среди других осложнений это могут быть осложнения со стороны, например, глаз. Еще один важный аспект, который мы не можем не учитывать, это программа лабораторных исследований у пациентов с атопическим дерматитом. Существует таких 5 значимых групп лабораторных критериев, которые мы должны с вами всегда в своей практике использовать, когда говорим о атопическом дерматите. И прежде всего, конечно, это уровень общего иммуноглобулина Е. Этот уровень повышен практически у 80% пациентов с атопическим дерматитом. И до недавнего времени вообще многие исследователи и клиницисты говорили о том, что существует 2 варианта атопического дерматита. Это иммуноглобулин Е ассоциированный и неассоциированный варианты. Очень часто высокий уровень иммуноглобулина Е общего строго может коррелировать со значениями индекса тяжести течения атопического дерматита со СКАРАТ. Второй значимый показатель – это уровень эозинофилии. Мы с вами говорили, что это один из главных признаков атопического дерматита. Так вот, эозинофилия крови и тканей встречается очень часто, но не у всех пациентов, и это надо иметь в виду. То есть, если вы не находите изменений со стороны эозинофилов, это еще не значит, что человек не страдает атопическим дерматитом. Меняется этот уровень значительно быстрее, чем уровень иммуноглобулина Е, и он строго коррелирует с тяжестью течения заболевания. То есть, чем тяжелее проистекает атопический дерматит, тем выше вероятность получения эозинофилии в крови. Третьи показатели, которые очень часто исследуются, это титры специфических антител иммуноглобулинов Е. Надо иметь в виду, что пациенты с атопическим дерматитом, они склонны вырабатывать антитела класса иммуноглобулина Е к различным аллергенам. И мы иногда, пользуясь данного рода тест-системами для того, чтобы убрать некоторые средовые факторы, убрать их воздействие на тяжесть течения заболевания у наших пациентов. Но надо сказать, что здесь есть тоже определенные трудности, потому что атопический дерматит очень часто начинается как моновалентная сенсибилизация, а вот уже продолжается и проистекает дальше как поливалентная сенсибилизация. То есть иногда мы не имеем возможности исключить из внешней среды все раздражающие и антигенные детерминанты, которые могут влиять на детский организм. Далее это уровень тимус-активированного хемокина. Это такой один из новых показателей. Уровень этого хемокина Т2 хелперов, Т2 клеток, он строго отражает состояние тяжести атопического дерматита. И на сегодняшний день, пожалуй, это самый точный, наверное, показатель, который способен вам показать, насколько тяжело проистекает заболевание у ребенка. Он рассматривается как вспомогательный полезный маркер оценки степени тяжести, как я уже сказал. Ну и другие показатели, они используются не всегда, например, такой как ЛДГ, лактат дегидрогеназа, вот его повышение очень строго коррелирует с тяжестью воспаления в коже у пациентов с атопическим дерматитом. Далее это уровень интерлейкина 2R. Обычно его исследуют для того, чтобы провести дифференциальную диагностику с первичными метаклеточными лимфомами кожи. Вот у таких пациентов он всегда является повышенным, в отличие от пациентов с атопическим дерматитом. Он здесь является показателем нормы. Ну и некоторые другие молекулярные исследования генов, которые полезны при очень специфических состояниях, например, при некоторых синдромах, клиника которых связана с гиперпродукцией иммуноглобулина Е.
Теперь одна из важнейших, на наш взгляд, проблем, как вообще оценить тяжесть течения атопического дерматита у детей, у младенцев, у подростков. Ну, почему это такая важная проблема? Дело все в том, что объективная оценка тяжести течения, она влияет не только на правильный выбор терапии, а он будет очень сложным, но еще и для правильной оценки эффективности терапии, которую вы проводите. Почему это так важно? Ну, потому что в дерматологии очень многие понятия, они носят субъективный характер. Поэтому вот использование индексов, оно имеет очень большое прикладное значение. Итак, для оценки степени тяжести течения атопического дерматита в повседневной практике очень широко применяется такой индекс, как SCORAD. SCORAD основан на определении трех важнейших составляющих. Это распространенность поражения, это интенсивность поражения и это выраженность субъективных симптомов или субъективной симптоматики. Для оценки распространенности поражения, то есть площади поражения, используются передние и задние рисунки по шкале от 0 до 100 и используют правило девяток, как вот это показано на слайде. Да? Я прошу обратить внимание ваше или заострить ваше внимание на том, что соотношение голова, тело и конечности у взрослого человека и у ребенка до 3-4 лет, оно разное. И вот глядя на этот слайд, вы это видите. Поэтому передний-задний рисунок у детей до 3 лет, до 3-4 лет и у подростков, взрослых, он будет отличаться. Интенсивность поражения признаков оценивается по 4-бальной шкале от 0, когда признак отсутствует, до 3 – это крайняя степень выраженности этого признака. И таким образом оцениваются 6 объективных признаков. Это эритема, отек, папулы, мокнутие корки, экскориация, лихинификация, сухость кожи. И субъективные признаки, зуд и нарушение сна, они оцениваются по аналоговой шкале от 0 до 10. Мы сейчас с вами обязательно поговорим, как это делать. Данный слайд. Да, кстати, не расстраивайтесь, если вы что-то там не успеваете, может быть, не скажу, понять. Да? Вам что-то непонятно, вы всегда можете обратиться к онлайн-версии этого индекса. Его можно с легкостью найти в любом из браузеров, доступным на вашем компьютере. И сейчас можно просчитать этот индекс вообще онлайн. Но нам с вами все равно нужно иметь определенное понятие о том, как оценивать тяжесть течения того или иного признака. Ну вот мы вам покажем на слайдах тяжесть течения, например, эритема, отека папул, мокнутие корки. Вы видите, что эритему, например, принято оценивать, естественно, по цвету. От розового, красного до ярко-красного, до яркой выраженности этого признака. Все то же самое сопутствует и таким признакам, оставшимся признакам экскориации и лихинификации. Ну, например, если говорить о экскориациях, то это могут быть какие-то отдельные единичные расчеты. Двойка – это расчесы, извините, двойка – это уже более глубокие расчесы, более обильные. Ну и крайняя степень выраженности экскориации – это уже биопсированные так называемые расчесы, когда ребенок наносит себе просто значительное повреждение своей кожи. Теперь, что касается сухости кожи в SCORAD. Ну, во-первых, сухость кожи нужно оценивать в областях, которые удалены от очагов воспаления. То есть сухость кожи оценивается вне патологических очагов. Нужно попросить маму или там родителей, папу не пользоваться определенное время аппликациями эмолентов, увлажняющих средств у этих детей. Чешуйки нужно не принимать во внимание и обязательно указывать, если
есть у ребенка сопутствующий обычный ихтиоз. Что касается зуда и нарушения сна, то здесь все достаточно просто. Я обычно в своей практике даю родителям сантиметровую линейку, 10-сантиметровую, и говорю: покажите мне, пожалуйста, по 10-сантиметровой линейке, на сколько сантиметров ваш ребенок сегодня чесался. И им легко вот по такой визуализации говорить о характере интенсивности зуда и нарушения сна. Ну и вам будет легко записать это в баллах. В конечном итоге расчет индекса происходит по формуле, которую вы видите сейчас перед собой. Я не буду останавливаться на составляющих, я очень-очень подробно об этом уже рассказал. Единственное, что скажу, что значения скарада могут варьировать от 0, когда заболевание полностью отсутствует, до 103. Это крайняя выраженность, крайняя степень тяжести течения атопического дерматита. Если говорить о документальности, о записи индекса, то существуют вообще специальные листы, в которых вы заносите все цифровые значения и вычисляете индекс. Кстати, я должен сказать, что индекс полностью русифицирован, то есть произведена его полная адаптация на русский язык, и тут проблем, в общем, никаких нет. Есть и другие критерии оценки, я вам обязательно, хотя бы пару штук еще расскажу. Например, это классификация тяжести течения атопического дерматита по версии Японской ассоциации дерматологов. Они оценивают тяжесть течения атопического дерматита по оценке 5 областей тела. Это голова, шея, передняя часть тела, туловище, задняя часть тела, туловище, верхние конечности и нижние конечности. И они оценивают изменения по 3 элементам сыпи. Это эритема, островоспалительная папула, это мокнутая корка, и 3 это хроническая папула, лихинификация. Теперь, что касается индикаторов тяжести течения атопического дерматитов. На самом деле они достаточно просты в использовании в повседневной практике и могут с легкостью вами использоваться наряду с вышеперечисленными индексами, то есть с выше освещенными индексами, про которые мы говорили несколько слайдов выше. Итак, индикаторы тяжести могут варьировать от легкой степени до очень тяжелой. Легкая, средне-тяжелая, тяжелая и очень тяжелая. Почему мы говорим, что очень легко их использовать в повседневной практике? Например, если говорить о легкой степени, то в легкой степени элементы сыпи, которые вы видите в повседневной практике, они должны соответствовать 1 баллу, вне зависимости от площади. Далее идет средне-тяжелая степень, где элементы сыпи соответствуют 2-3 баллам. Это острое воспаление на площади менее 10%. Здесь уже имеет значение оценка площади. Тяжелая степень все то же самое, но площадь уже меняется на 10-30%. И очень тяжелая форма тяжести течения атопического дерматита — это когда элементы соответствуют 2-3 баллам, острому воспалению, значит, да, и они располагаются или занимают площадь более 30%. Теперь, что касается клинической симптоматики. Казалось бы, все очень просто. Мы все с вами знаем, что типичными сайтами, то есть местами расположения кожных сыпей при атопическом дерматите, прежде всего являются сгибательные поверхности крупных суставов. И прежде всего это верхние конечности, это локтевые суставы, лучезапястные, это шея. Но патологический процесс может захватывать и другие участки. Это и лицо, область скальпа, плечевой пояс. Но надо иметь в виду, что это общее понятие. Но вот если говорить о младенческой фазе, о детской фазе, о взрослой, подростковой фазе, то типичные сайды могут, опять-таки, очень сильно разниться. Если говорить о младенцах, то чаще всего сыпь располагается на лице, мы с вами об этом уже говорили, и затем в процесс вовлекается постепенно или может вовлекаться любой другой сайт человеческого тела. Если говорить про детей более старшего возраста,
то типичной локализацией для них является сгибательная. Ну и про взрослых локализация может быть такой мигрирующей. Это может быть и сгибательные поверхности крупных суставов, это могут быть изолированные поражения, которые сосредоточены в области спины, там, груди, на боковых поверхностях бедер и так далее. Если говорить о морфологии кожной сыпи, то она должна соответствовать таковой при экзематозных процессах. Если говорить о детях до 2 лет, то преобладают чаще всего эксудативные элементы, и связано это прежде всего, как мы уже с вами договорились, с высокой гидрофильностью тканей. Если говорить про детей от 2 до 12 лет, то здесь уже начинает преобладать хроническое воспаление, сухость, появляются папулезные элементы, начинает формироваться и продолжает формироваться клиника лихенизации. Ну и подростки, взрослые, это все то же самое. Плюс это симптоматика, которая может быть характерна для акнеформных высыпаний, потому что у этих детей проходит период пубертата. Ну, важно учитывать еще и вторичные кожные изменения, такие как белый дермографизм, как гусиная кожа, про которую мы уже с вами говорили, как проявление питериазис альба, как вторичная пигментация, кожные складки, потеря волос, полированные ногти и, конечно же, флэш-синдром, связанный, ну, будем говорить, таким с индикацией красного цвета на лице. Ну, с вами уже сказали, что зуд – это очень важная составляющая, если не основная, течение атопического дерматита. И нам с вами очень важно понимать, что провоцирует зуд у таких детей. Во-первых, это повышение локальной температуры, которое может происходить при купании, при повышенных физических нагрузках, во сне у детей повышается температура, что тоже, собственно говоря, провоцирует зуд. И, конечно, это применение мази, потому что любая мазь действует еще и согревающим образом, да, образуя пленку, нарушая моменты перспирации на коже. Зуд провоцирует потоотделение, безусловно. Зуд провоцирует ношение одежды из грубой ткани и шерсти. Если говорить про контроль зуда, то у младенцев мы можем это делать. Каким образом? Ну, во-первых, защищая кожу младенца одеждой, повязками, а также использованием так называемых перчаток-варежек для того, чтобы уменьшить контакт ногтевых пластин непосредственно с кожей, для того, чтобы как можно было меньше клинических проявлений просто вот зуда. У пациентов с атопическим дерматитом зуд способен очень сильное влияние оказывать на нарушение сна. И такие пациенты, такие дети очень часто испытывают большие трудности с отходом ко сну, с пробуждением ночью. Говорят, что у таких детей вообще зуд носит извращенный характер, потому что если у нормального человека для того, чтобы желание почесаться, для того, чтобы почесаться, он должен встать, находиться в состоянии бодрствования, почесаться и потом заснуть, то вот дети с атопическим дерматитом, они могут чесаться, зуд у них может возникать прямо во сне. И, конечно, это большая проблема. Ну и третья проблема, связанная с зудом, это, конечно, зависимость от нанесения ссадин. В ночное время это бессознательный рефлекторный механизм, а вот в дневное время это могут быть уже осознанные действия, которые требуют привлечения специалистов уже с точки зрения психиатрии. Поэтому, как я уже сказал, атопический дерматит – это комплексная проблема, которую иногда решать приходится специалистам очень многих ответвлений в медицине. Значит, какая клиническая симптоматика атопического дерматита бывает не связана с кожей? Ну, во-первых, следует учитывать, что у таких пациентов могут возникать лимфоаденопатии дерматопатические, то есть связанные это увеличение лимфатических узлов, связанное с наличием воспаления в коже. Такие вещи могут встречаться. Из других проявлений, конечно, следует говорить о катаракте,
несмотря на то, что частота развития катаракты у детей очень низкая, это 2% у таких вот детей, которые страдают атопическим дерматитом, тем не менее, учитывая тяжесть течения этого заболевания, нужно об этом помнить, но и связываться при возможности, конечно, с офтальмологами. Видите, еще одна специальность, как бы мы должны привлекать их. Второй момент, это связано с механическим воздействием на глазные яблоки. В результате постоянного зуда параорбитальной области такие дети очень часто, у таких детей не очень часто, наоборот, очень редко, в полупроцентах случаев могут наблюдаться даже такие грозные осложнения, как слоение сетчатки. Далее это респираторная гиперчувствительность, это психосимптоматика, это неврологическая симптоматика, это симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта. Все это видно, исходя вот из того слайда, который вам демонстрируется. Ну и еще раз в этой связи о дифференциальном диагнозе. Мы специально разбили для вас по группам заболевания, с которыми следует проводить дифференциальную диагностику. Это прежде всего дерматит и экзема. Это папулосквамозное нарушение. Иногда, особенно в детском возрасте, в младенческом возрасте, очень часто возникает проблема, что мы видим перед собой. То ли это изначальные признаки псориаза, то ли это атопический дерматит. Конечно же, это инфестация, это болезни придатков кожи, это врожденные мальформации, злокачественные новообразования. Может быть, это не так интересно для совсем маленьких детишек, но, к сожалению, первичные Т-клеточные лимфомы могут манифестировать у подростков, у лиц старших групп детства. Конечно же, это иммунодефициты и это заболевания соединительной ткани, красная волчанка и дерматомиозит. Ну, долго ли, коротко ли, но мы дошли с вами до лечения атопического дерматита. Конечно, для того, чтобы правильно провести или выбрать стратегию терапии, в том или ином случае, очень важно сделать правильную диагностику, очень важно оценить тяжесть течения атопического дерматита, опять-таки правильно, определить и ограничить причины и аггравирующие факторы, почему мы с вами так подробно на них остановились. Это очень важно в программе лечения именно. Обеспечить ребенку соответствующий уход за кожей с полной коррекцией или хотя бы с частичной коррекцией нарушенных функций кожного барьера и только потом назначить очень правильно фармакотерапию. Какие общие рекомендации существуют? Ну, во-первых, мы должны рекомендовать нашим пациентам и их родителям избегать воздействия на кожу вредных внешних факторов, таких как хлор, песок, трава. И если кожа ребенка контактирует с вышеуказанными факторами, то мы должны рекомендовать родителям сразу мыть кожу проточной водой сразу после контакта с ними. Второе – это носить свободную хлопчатобумажную одежду. Она не должна раздражать кожу, она не должна быть грубой, она должна быть мягкой, удобной, хорошо вентилируемой. Избегать перегрева. Мыть кожу специальной космецевтикой, которая свободна от мыл, которая не нарушает водно-липидные мантии, которая не смывает этот защитный слой. Время приема душа должно быть ограничено 2-3 минутами. Ну и, конечно же, нужно избегать высоких температур воды при приеме ванны душа, потому что следует помнить, что высокие температуры, еще раз повторюсь, это важно, они провоцируют очень сильно зуд. Значит, первое в программе лечения, когда мы с вами говорим о правильной постановке вопроса, мы всегда должны с вами рассматривать вопросы диетотерапии, диеты. Вот вашему вниманию предлагается очередной слайд с рекомендациями по диетотерапии у пациентов с атопическим дерматитом. И вы видите, что большинство гайдов, большинство руководств рекомендуют все-таки придерживаться
диетотерапии считается, что даже там, где нет, где не выявляется при проведении специфической диагностики аллерготестов на пищевую аллергию какой-то патологии, все равно рекомендовано придерживаться диеты. И считается, что у таких лиц течение заболевания оно протекает в гораздо более легком варианте. Если говорить о тех моментах, которые прежде всего рекомендуют молодых мам и педиатров, то, конечно, это вопросы, связанные с вскармливанием, и мы об этом должны поговорить. Но, видите, достаточно низкий уровень доказательности у такого утверждения, как, например, у детей с низким уровнем риска населения в целом развития атопического дерматита при отсутствии грудного молока рекомендуется использовать обычную смесь на основе коровьего молока. То есть мы можем использовать в обычной популяции эти смеси на основе молочного коровьего, молока. Оно никак не будет усиливать или ухудшать, будем говорить, нам показатели заболеваемости по атопическим дерматитам. Но посмотрите, как меняется ситуация, когда мы говорим о детях с высоким уровнем риска развития атопического дерматита. У них как раз-таки рекомендуется использовать гипоаллергенные формулы питания, и степень рекомендации и доказательность 1Б, это достаточно высоко. Что касается прикорма, то здесь, в общем-то, понятие прикорма и его введение, оно остается незыблемым, и степень рекомендации и доказательность опять-таки высокие, 1-2Б. И введение прикорма у таких детей рекомендуется в возрасте от 4 до 6 месяцев. Ну и что касается использования пробиотиков, одно время было очень популярно использовать пробиотики у таких детишек, то должен вам сказать, что несмотря на то, что проведено было огромное количество исследований, ни одно из них не показало достаточную значимость в превенции развития в дальнейшем атопического дерматита при использовании в раннем детстве у таких детей пробиотиков. То есть применение пробиотиков никак не защищало таких детей от развития в будущем атопического дерматита. Вторая проблема – это уже уход за кожей. Значит, у таких детей очень часто кожа имеет тенденцию к повышенной сухости. Мы с вами говорили, что основная проблема – это так называемая трансэпидермальная потеря воды. Высокие показатели именно трансэпидермальной потери воды на всей поверхности кожного покрова. Почему это так важно? Это важно, потому что это создает определенные предпосылки и условия для черезкожной инвазии аллергенов и раздражителей, что в последующем влияет на очень многие показатели. На показатели защиты, на показатели увлажненности, на показатели местного иммунитета и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому корректировать показатели сухости кожи у таких детей – это одна из самых главных проблем, которые мы должны с вами обязательно решать. Еще одна проблема – это наличие флоры Staphylococcus aureus у детей на коже. Считается, что симптомы, опять-таки, сухой кожи, они способствуют или провоцируют к более высоким показателям этого микроба на коже, и что сочетается с тяжелым течением данного заболевания у детей. Что мы можем использовать в качестве увлажнения у таких детей? Конечно, это же гидрофильные мази, это космецевтика с высокой степенью удержания воды, препараты мочевины, гипериноидов. Это растворимые в воде препараты коллагена, лактоза натрия, это препараты гидролиза эластина. Мы с вами можем защищать кожу. Каким образом? Опять-таки мазевыми субстанциями, нанесение жирных эмолентов более чем один раз в сутки. Мы обязаны с вами
родителей и родственников потенцировать на рациональную гигиену кожи, то есть использовать адаптированные очищающие средства, гели, да, эмолентов без содержания мыл. И, конечно, дополнительное использование эмолентов сразу после принятия ванн и душа тоже входит в эту программу. Ну и, конечно же, одна из самых важнейших проблем – это образование наших родителей, а впоследствии и их детей, которые страдают атопическим дерматитом, проведение образовательных программ, чтобы они правильно умели использовать ту широкую гамму увлажняющих веществ, эмолентов и вообще имели правильное понятие по ношению правильной одежды, по защите от факторов внешней среды, аллергенов пищевых и так далее, и так далее, и так далее. Это один из самых главных, пожалуй, таких моментов, связанных с работой с родителями и родственниками таких детишек. Уважаемые коллеги, когда мы с вами говорим об атопическом дерматите у детей раннего возраста, конечно, мы не можем обойти пеленочный дерматит. Почему? Потому что атопический дерматит может, конечно, протекать и без пеленочного дерматита, но очень часто эти два состояния друг в друга перетекают и осложняют течение друг друга. Но существует большое количество исследований и статей, которые вскрывают или открывают проблему патогенеза пеленочного дерматита. Я одну из них на ваш суд выношу. Конечно же, в плане основных причин развития пеленочного дерматита следует рассматривать изменения, которые возникают в результате загрязнения кожных покровов под подгузниками, мочой и фекалиями детишек. Все это приводит, конечно, и к мацерации, к изменению pH среды кожи, к изменению микробиома кожи в этих местах, ну и, соответственно, вызывает развитие клиники пеленочного дерматита. Еще одна очень интересная статья, которая мне попалась на глаза, когда я готовился, собственно говоря, к данной программе, это статья нашего немецкого коллеги по дифференциальной диагностике пеленочного дерматита в педиатрической практике. Статья совсем новая, но и помимо того, что она содержит большое количество фотоматериалов, которые, вот, например, на этом слайде вашему вниманию представлены, да, здесь посмотрите, как грамотно проведена дифференциальная диагностика контактного раздраженного дерматита, контактного аллергического дерматита, атопического дерматита и псориаза, кстати. Но она еще содержит и очень удобные для понимания, особенно для понимания недерматологов, вот тех процессов для правильного проведения дифференциальной диагностики пеленочного дерматита с другими состояниями, которые могут вовлекать в патологический процесс эту область. Ну, здесь речь идет, конечно, прежде всего о контактных раздраженных дерматитах, контактных аллергических дерматитах, сибарейных дерматиты, которые вообще у ребенка может проистекать, ну, практически там 30-40% детей в этом возрасте, в возрасте 4-6 месяцев, они могут страдать сибарейной экземой. Конечно же, это псориаз. И, конечно же, это инфестация. Вот все эти вещи, они должны обязательно подвергаться очень тщательной дифференциальной диагностике для того, чтобы иметь очень правильные исходы по назначению терапии. Итак, терапия пеленочного дерматита, опять-таки, выстраивается и зависит от степени тяжести течения этого самого пеленочного дерматита. Но я прошу обратить ваше внимание, что при любой степени тяжести течения пеленочного дерматита мы с вами обязаны защищать кожу и восполнять ее так называемый водно-липидный баланс. И когда мы говорим
об успешной терапии пеленочного дерматита, конечно, мы не можем обойти такие препараты, как эмолленты, и эмолленты особенно, которые содержат декспантенол. Вот одним из самых, пожалуй, интересных препаратов, которые существуют на рынке, это является бипантен, это, собственно говоря, и есть декспантенол. По современной классификации эмоллентов он относится к эмоллентам, наносимым на кожу, и он бывает в двух видах. Это может быть мазевая либо кремовая основа. И по классификации, опять-таки, он относится к окклюзивным либо эмоллентам кремом, либо к окклюзивным эмоллентам мазям. Знаете, у бипантена существует 3 секрета. Первый секрет – это введенный в состав данного лекарственного средства, а бипантен, например, в Республике Беларусь зарегистрирован именно как лекарственное средство, провитамин пантотеновой кислоты, который очень здорово влияет на восстановление эпидермальной структуры кожи. Вторая загадка или второй секрет бипантена – это то, что сама формула бипантена относится к так называемым галеновым препаратам. Вот что написано в словаре иностранных слов Чудинова в издании 1910 года. Он пишет, что галеновые препараты – это лекарственное средство, приготовленное путем механических смешиваний или варки, в отличие от химических препаратов. То есть препарат по своей сути достаточно натуральный, образован путем смешивания. Ну и третий, на мой взгляд, один из самых важных составляющих секрета бипантена – это, конечно же, наличие там ланолина. Ланолин – это высоко очищенное масло, которое изготавливают из жиров, полученных в результате промывки натуральной овечьей шерсти. Это та ситуация, когда говорят, ни одно животное не пострадало. Потому что ты начинаешь с некоторыми говорить, даже докторами, они говорят, я говорю, ну вот вы знаете, что из жиров овец ланолин выделяют? Они говорят, ну конечно, наверное, там из какого-то сальника и так далее. Отнюдь нет. Стригут овец, а потом уже путем экстракции получают из этой шерсти этот самый высоко очищенный ланолин. Ну и, собственно говоря, ланолин используется в производстве такой, который содержит не более 3 частиц примеси на миллион единиц. В научном комитете космецевтических продуктов записано, что ланолин и препараты, изготовленные на его основе, абсолютно безопасны для применения широкой публике. Еще одна очень важная вещь, которая связана с ланолином. Почему такое внимание ланолину? Потому что ланолин по своему составу жиров очень сильно напоминает жировой состав стратум корниум. То есть он способен восстанавливать очень физиологично все те проблемы, которые возникают у пациента с пеленочным дерматитом, с атопическим дерматитом и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы говорим об эмоллентах и атопическом дерматите, мы с вами обязательно должны иметь понятие о правилах использования эмоллентов. Ну, первое правило: эмоллент должен наноситься обильно и настолько часто, насколько это нужно. Идеально, если эмоллент наносится на детскую кожу 2-3 раза в сутки, даже когда признаки регрессируют. Второй момент, он связан с объемом расхода. Считается, что у взрослых расход эмоллента недельный может доходить до 500-600 грамм, иногда до килограмма, когда этого требует клиническая картина. У детей не менее 250 грамм в неделю. Третье. Конечно же, правильный путь к успеху – это использование всей гаммы эмоллентов. Это связано не только с использованием, допустим, кремов, мази, окклюзантов, эмоллентов на кожу после бани, но и использование специальных эмоллентов для мытья. Смотрите нашу программу по эмоллентам, мы как раз-таки очень много внимания этому уделили. Я думаю, что будет просмотр той программы в этом контексте для вас очень и очень полезным.
Еще одно правило, уважаемые коллеги, касается непосредственно правила нанесения эмолента. Дело в том, что он должен наноситься обязательно бережными движениями и обязательно должен происходить контакт кожи с кожей. Вот моя учитель в дерматологии, студенческую пору, Нина Ивановна Яковлева, она говорила, что кожа любит кожу. Это действительно так. И нужно методично объяснять родителям, что ни в коем случае эмолент не следует наносить на кожу ребенку через перчатки или каким-то ватно-марлевым там тоном. Ни в коем случае. Надо наносить его себе на кожу и затем равномерно распределять по коже вашего ребенка. Еще одна важная вещь, которая касается опять-таки непосредственно момента нанесения эмолента, это, конечно, нанесение эмолента по ходу роста пушковых волос. Почему? Потому что если это делать против роста, то вы будете провоцировать, или родители, которые наносят этот эмолент, они будут провоцировать возникновение у таких детишек вторичной пиогенной флоры, либо любой другой флоры, которая будет вести просто к другим совершенно заболеваниям, к осложнениям течения атопического дерматита. Но и следует помнить, что лучший момент для нанесения эмолента это моменты сразу после принятия душа, либо ванны, когда кожа еще влажная, а поры открыты. Лучше всего наносить эмолент в первые 15-20 минут после принятия ванны либо душа. Конечно же, когда мы говорим об использовании эмолентов, очень важно придерживаться еще и таких критериев, как избежание контакта с триггерами атопического дерматита. Ну и, конечно же, нужно учитывать, что расход эмолентов, например, в зимнюю пору может очень сильно отличаться от расхода эмолентов в летнюю. Дело в том, что это вплотную будет связано с сухостью кожи. Когда включается центральное отопление, то там расход эмолентов может очень сильно у детишек увеличиваться. Ну и еще одно внимание, конечно, я должен ваше уделить тому, что помимо бипантена обычного в виде мази и крема существует еще бипантен плюс, который содержит вот к той формуле, великолепной формуле, про которую мы с вами говорили, еще содержит и в своем составе хлоргексидин. Существуют моменты, когда мы без этого не можем обойтись, и это связано опять-таки с наличием вторичной флоры, либо бактериальной, либо какой-то другой, когда нам нужно снизить риски развития, инфицированности кожи. Вот в этом плане бипантен плюс просто исключительная крем для наружного применения. Он может вами использоваться достаточно широко, с большим успехом. Настоятельность рекомендаций по использованию эмолентов, она отражена в этой таблице. Это версия Американской академии дерматологии. И вы видите, что использование эмолентов имеет самую высокую степень оценки доказательности. Это А1. Надо сказать, что очень многие гайды уже рассматривают использование эмолентов не только как базисную, не только как основу для терапии, но вообще как один из видов лечения. И вы видите, что эмоленты, согласно этому слайду, который здесь представлен, они должны использоваться абсолютно у всех детишек, то есть у детей, которые страдают легким течением, среднетяжелым, тяжелым, как базис, в одном случае для нанесения атопических противовоспалительных препаратов, либо как основное лечение при легком течении атопического дерматита. Один из самых последних консенсусов – это европейский консенсус лечения атопического дерматита. Здесь выбор лечебных мероприятий полностью завязан на оценке индекса Скарат. Это очень удобно для нас с вами, тем более мы с вами уже знаем, как его оценивать. Градация индекса Скарат, она очень четко в этих гайдах сопряжена со степенью тяжести
атопического дерматита. Так считается, что скорат меньше 25, он соответствует легкому течению атопического дерматита. Скорат от 20 до 50 – это среднее тяжелое течение атопического дерматита. И все значения, которые выше 50, могут вами рассматриваться как тяжелое течение атопического дерматита. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что эмоленты должны использоваться у пациентов абсолютно всех степеней тяжести атопического дерматита, но про все остальные средства, которые могут использоваться в терапии атопического дерматита, я, конечно же, тоже расскажу. Вашему вниманию представлен очередной слайд, который показывает так называемую лечебную лестницу с доказательностью отдельных видов терапии у пациентов с атопическим дерматитом. Это эмоленты, это топические кортикостероиды, топические ингибиторы кальциневрины, топический кризоборол, топический тофацетинип, это фототерапия, дупилумаб, циклоспорин. То есть это препараты совершенно с разных групп, но вы видите, у них очень высокая степень доказательности, они все могут использоваться, но важно учитывать, что они все используются при разной степени тяжести течения атопического дерматита. Существует также понятие еще адъюнктивной терапии атопического дерматита. Что относится к этим видам терапии? Ну, во-первых, это влажное обертывание, это повязки влажно-высыхающие в сочетании с топическими кортикостероидами, это ванны с гипохлоритом натрия, это лечение сопутствующих возникающих бактериальных, грибковых и вирусных осложнений, это антигистаминные препараты, их использование в сочетании с другими видами терапии, это антагонисты лейкотриена, хромогликат натрия и это пробиотики. Ну, мы начнем с вами с топической терапии, как с основной терапии, которая очень широко используется у пациентов с легким и средне-тяжелым течением. И, конечно же, когда мы говорим о топической противовоспалительной терапии, первые препараты, которые приходят на ум, это топические кортикостероиды. Наряду с эмолентами у топических кортикостероидов одна из самых высоких, самый высокий степень доказательности и рекомендаций А1, и это не только версия Американской академии дерматологии, которая показана на этом слайде, но и большинство, собственно говоря, рекомендаций, большинство гайдов, они согласуются с мнением Американской академии дерматологии. Показываю вашему вниманию в очередной, наверное, раз классификацию. Она отличается от страны к стране. Но в Америке принято различать все топические кортикостероиды или делить их на 7 классов. Если мы говорим про европейскую систематику деления, то это 4 класса топических кортикостероидов. Японцы, например, выделяют 5 классов топических кортикостероидов. Поэтому, когда вы будете активность топических кортикостероидов читать в различных литературных источниках, не удивляйтесь, что они могут разниться. Важно понимать, в какой стране происходит опубликование данных результатов тех или иных исследований. Значит, когда мы говорим о топических кортикостероидах, важно понимать, что в настоящее время существует два понятия использования их у пациентов с атопическим дерматитом. Понятие проактивной и реактивной терапии топической. Если мы говорим про реактивную терапию, то это всем известное нанесение топических кортикостероидов или топических ингибиторов кальциневрина в оптимальной дозе до тех пор, пока мы не снимаем обострение. Если мы говорим про проактивную терапию, то это нанесение топических кортикостероидов или топических ингибиторов кальциневрина в оптимальной дозе, а затем переход на более редкие режимы нанесения этих препаратов, допустим, 1-2 раза в неделю. Но самое главное, вот обратите внимание, что и та, и другая виды топической терапии, они обязательно
идут в спарринге с эмолентами. Почему так происходит? Считается, что эмоленты, которые наносятся на кожу, они снимают вот эту сухость кожи, и они улучшают не только ее физико-химические составляющие, но они улучшают еще и проникновение топических кортикостероидов и ингибиторов кальциневринов топических непосредственно в структуру кожи. Тем самым достигается лучший эффект. Поэтому противовоспалительная терапия топическая, она всегда должна использоваться вместе с увлажняющими веществами. Конечно же, когда мы с вами говорим о топических кортикостероидах, мы не можем не говорить с вами о наличии очень сильной составляющей боязни, я бы так сказал, наших родителей и в зависимости от этого слова гормон. То есть, когда они слышат, что вашему ребенку будет назначен гормон, у них сразу это участие этих родителей очень часто возникает очень отрицательная реакция. Гормонофобия и детская практика – это весьма распространенные такие понятия, к сожалению, к большому. Поэтому мы с вами методично должны разъяснять таким родителям, что топическая терапия кортикостероидами и системная терапия кортикостероидами – это совершенно разные понятия, и что подходы к назначению топических и системных кортикостероидов, в том числе и в детской практике, они очень сильно разнятся. Нужно сказать, что побочные явления могут встречаться при назначении топических кортикостероидов, но частота их возникновения, частота их регистрации достаточно низкая. Из локальных побочных эффектов следует говорить, конечно, прежде всего об атрофии кожи, пурпуре, телеангиэктазии, стриях, гипертрихоза, некоторых других. Но еще раз повторюсь, что их встречаемость достаточно низкая. Системные побочные эффекты – это еще более редко встречаемые проявления, и среди них описаны угнетение гипоталямо-гипофизарно-надпочечниковой системы, повышение внутриглазного давления при использовании топических кортикостероидов в параорбитальной области, одно- и двусторонний асептический некроз головки в единичных головки бедренной кости, в единичных случаях статей описано. Но из других это гипергликемия и гипертензия. Еще раз повторюсь, что все побочные явления у топических кортикостероидов достаточно редкие. Для того, чтобы избежать возникновения даже редких осложнений от использования топических кортикостероидов, очень важно понимать, сколько вы можете наносить на кожу ребенка топического кортикостероида. Для этого, для упрощения понимания дозировки, используемой в терапии атопического дерматита, используется понятие fingertip unit, то есть это доза топического кортикостероида, которую вы выдавливаете на концевую фалангу указательного пальца из тюбика, и она равняется примерно полуграммам активного вещества, которое содержится в том или ином тюбике. И вы видите, что существует расчетная таблица, которая показывает вам, во-первых, место, в которое мы можем наносить то или иное количество препарата, ну и, соответственно, дозировку, которую можно использовать. Обращаю ваше внимание, что дозировка будет очень сильно отличаться не только по локализации нанесения топического средства, но еще и по возрасту. Она разнится. Бывает ли неудача в терапии атопического дерматита топическими кортикостероидами? Конечно, бывает. Но если человек плохо реагирует на терапию или недостаточно у него эффект от топических кортикостероидов, конечно, мы должны с вами задаваться вопросами, и они должны быть из той серии, которая представлена на этом слайде. Ну, нужно учитывать семейный психосоциальный фактор,
нужно учитывать убеждения пациента, потому что он может быть говорить вам, что он мажется, на самом деле он может и не мажется из-за, опять-таки, стероидофобии. Это могут быть противоречивые советы медиков, к которым прислушивается наш пациент, потому что он может сходить не только к вам, но еще и к другим специалистам и принять решение не мазаться. Соответственно, это влияет на эффект. И целый ряд других вопросов, которые видите на этом слайде, вы можете на них остановиться. Для вас, я думаю, будет это интересным для того, чтобы понять, почему что-то не так. Если говорить про общие рекомендации использования топических кортикостероидов при атопическом дерматите, то нужно сказать следующее. Несмотря на то, что я вот так подробно осветил там вопросы, связанные с какими-то побочными эффектами и так далее, я вам должен сказать, что замены топическим кортикостероидом вот в терапии атопического дерматита в настоящее время не видно. Это самые, наверное, активные препараты, которые имеют очень большой объем использования с хорошим очень результатом. Важно учитывать риски и выгоды при назначении определенного класса топических кортикостероидов. Важно понимать, что вы наносите, куда вы наносите, и в каком количестве вы наносите, и когда вам следует остановиться в этой терапии. И тогда все будет, в общем, неплохо. Вторая группа препаратов противовоспалительных – это топические ингибиторы кальциневрина. Опять-таки, у нас уже есть целая программа, посвященная топическим ингибиторам кальциневрина. Посмотрите, пожалуйста, в нашем рубрикаторе. Думаю, что вам будет интересно. У топических ингибиторов кальциневрина, как и у малентов, как и у топических кортикостероидов, самые высокие показатели доказательности в терапии атопического дерматита – А1. Если говорить про общие рекомендации, то необходимо сказать, что ТИК особенно показано при расположении процесса на чувствительных участках кожи. Это лицо, интертригенозные участки или участки крупных складок. Это аногенитальная область. Надо сказать о том, что очень часто ТИКи используются в качестве проактивной терапии. Почему? Потому что такое нанесение, в смысле проактивной терапии, они способны снизить количество рецидивов у этих пациентов. Поэтому после топических кортикостероидов ТИКи являются одними из ведущих препаратов в лечении атопического дерматита с выраженным противовоспалительным эффектом. Эффективность, может быть, краткосрочная у них и уступает топическим кортикостероидам, но в плане долгосрочного эффекта, в плане отсутствия атрофогенного потенциала у этих средств, конечно, они выигрывают по отношению к топическим кортикостероидам. То есть топический кортикостероид мы должны назначить быстро, получить хороший результат и закрепить его, а вот топический ингибитор кальциневрина мы можем использовать гораздо дольше. Плюс, ко всему прочему, разработаны специальные спарринг-системы, спарринг-схемы, когда мы можем использовать два препарата из одной группы противовоспалительных препаратов. ТКС плюс ТИКи. Фототерапия и системная терапия. Это следующая группа. То есть мы закончили с топическим лечением атопического дерматита. Переходим к следующей группе. Следующая группа – это фототерапия. Вы видите, что доказательность и уровень рекомендаций несколько ниже, чем у топической противовоспалительной терапии. Это B2. Но, тем не менее, фототерапия очень широко вошла в лечение заболевания с распространением процесса более 30%. Какие виды фототерапии используются при атопическом дерматите? Во-первых, это узкополосная фототерапия 311-313 нанометров. Это UV1 340-400 нанометров. Это широкополосная фототерапия BB, UVB так называемая, и ПУВО-терапия. Хотя использование ПУВО-терапии
у пациентов с атопическим дерматитом сейчас резко ограничено, ну и практически не используется за счет высоких рисков возникновения эпителиальных раков кожи. Значит, какие мы эффекты достигаем при использовании фототерапии? Конечно, это иммуносупрессия, которая имеет очень важное значение в Т-клеточных дерматозов. Это иммуномодулирующий эффект, связанный с апоптозом клеток воспаления, ингибированием клеток лангерганса, альтерация продукции интерлейкинов. Это противовоспалительный эффект. Это противозудный или антипроригинозный эффект. И, конечно же, это антимикробный эффект. Дело в том, что при фототерапии уменьшается колонизация кожи Staphylococcus aureus. Ну, если говорить об общих рекомендациях, то следует сказать, что средние дозы UVA-1 и узкополосной фототерапии рекомендованы у взрослых пациентов, хотя могут использоваться по данным, например, немецких гайдов по фототерапии у пациентов с 5-летнего возраста. И степень рекомендаций и уровень доказательности достаточно высокий. 1 БА. Какие рекомендации существуют по использованию фототерапии у пациентов с атопическим дерматитом? Ну, во-первых, фототерапию следует рассматривать как вторую линию у пациентов после определенных неудач с терапией первой линии. Фототерапия может рассматриваться и как основная у лиц с хроническим течением заболевания. Режимы фототерапии должны быть ограничены руководствами. Процедура выполняться и оцениваться специально обученными специалистами. Выбор дозы излучения должен быть основан на оценке доступности, стоимости, типа кожи, скин-канцер анамнеза и анамнеза использования фотосенсибилизаторов. То есть использовать фотосенсибилизаторы и фототерапию ни в коем случае нельзя. Дозирование отпускаемой дозы должно быть проходить строго в соответствии с минимальной эритемной дозой или с определением типа кожи по Фицпатрику. Ну и домашняя фототерапия может использоваться, но не во всех случаях, только у комплаентных пациентов. И у тех пациентов, которые не могут по объективным причинам посещать клиники. Ну и последний раздел – это системная терапия атопического дерматита. И мы начнем с антигистаминных лекарственных препаратов, конечно же. Почему? Потому что очень такая интересная сложилась ситуация в отношении антигистаминных препаратов, системных я имею в виду. Некоторые руководства и некоторые гайды, такие как гайды Американской академии дерматологии, вот последние европейские гайды, они вообще не содержат никакой информации по системным антигистаминным препаратам. Некоторую информацию содержит руководство, которое написано, например, японскими аллергологами. Я позволю себе, собственно говоря, на них акцентировать ваше внимание. В частности, есть 26 рандомизированных контролируемых исследований, в которых исследована эффективность антигистаминных препаратов в сочетании с другими видами терапии, например, с топическими кортикостероидами, ингибиторами кальциневрина топическими, эмолентами. И показано в 75% случаев этих исследований, что вот такая терапия, использование антигистаминных препаратов как адъювантных, она имеет положительный эффект. То есть это уже хорошо. То есть на самом деле антигистаминные препараты, они могут использоваться с большим успехом как адъювантная терапия к основной терапии. Какие положительные эффекты мы ждем от назначения антигистаминных препаратов? Антипроригинозные, естественно, улучшение локального статуса, снижение дозы топических кортикостероидов, снижение общей лекарственной нагрузки, ну и нормализация некоторых лабораторных показаний. Важно здесь понимать, что во всех гайдах
как дерматологических, так и аллергологических, написана одна существенная вещь. Использование антигистаминных препаратов в качестве монотерапии без топических лекарственных средств не рекомендуется. Вот это очень важно. В терапии атопического дерматита могут с успехом использоваться препараты любой генерации антигистаминные, а также антиаллергические лекарственные средства без антигистаминного эффекта. Всю эту информацию вы видите на выведенном для вас слайде. Вообще же, говорить вообще о генерациях, наверное, может быть, фармакологи, они немножко так относятся, будем говорить, у них вопросы возникают вот такой классификации, когда мы говорим там первое поколение, второе и так далее, и третье. Чаще всего фармакологи все-таки классифицируют антигистаминные препараты по силе или выраженности седативного эффекта. И это связано с уровнем связывания антигистаминного препарата с рецепторами H1. Вы видите на данном слайде, что вообще неседативных препаратов не бывает, потому что любые препараты могут блокировать только часть этих рецепторов в головном мозге. Какие важные практические моменты для нас с вами, как для клиницистов, следует учитывать при назначении или при выборе антигистаминных препаратов у пациентов с атопическим дерматитом? Ну, во-первых, что некоторые препараты, такие как кетотифен, противопоказаны лицам с эпилепсией или лицам, которые имели какой-то конвульсивный вообще анамнез. Такие препараты, как хлорфенирамин, ципрогептадин, лоротадин, они тоже могут провоцировать конвульсии на фоне курсового длительного приема, поэтому очень строгий мониторинг следует все-таки иметь у детишек, которым вы назначаете данного рода препараты. А вот такие препараты, как климастин, гидроксизин, цитиризин, левоцитиризин, они с легкостью могут быть использованы у пациентов даже с судорожным синдромом. Следующая тяжелая артиллерия уже это препарат циклоспорин. Циклоспорин открыт в 70-х годах. Это очень эффективный иммуносупрессант Т-клеток и продукции интерлейкина второго порядка. Используется он как вторая линия терапии у пациентов с тяжелыми формами атопического дерматита и как первая линия у пациентов с очень тяжелым течением атопического дерматита. Первая публикация по эффективности и безопасности использования циклоспорина при атопическом дерматите появилась в начале 90-х годов. И надо сказать, при назначении циклоспорина следует не сразу ждать быстрого эффекта, а эффект обычно развивается через 2-6 недель от старта терапии. Какие существуют особенности использования системного циклоспорина при атопическом дерматите? Ну, во-первых, следует учитывать, что дозировка отличается у взрослых и у детей, рассчитывается она по-разному, и в этой таблице вы это видите. Во-вторых, нужно иметь в виду, что очень важно делать базовый так называемый мониторинг у пациентов, которые принимают циклоспорин длительно. Я не буду сейчас останавливаться на этом мониторинге. Если вам это будет более интересно, вы можете сделать стоп-кадр и посмотреть, в общем, для себя всю составляющую данной таблицы. Из других системных лекарственных средств, которые могут быть использованы у пациентов преимущественно с тяжелым и очень тяжелым течением атопического дерматита, могут быть использованы такие, как метотрексат, азотиоприн, микофенолат амофетил, допилюмаб и в некоторых случаях системные кортикостероиды. Вот на последних, на системных кортикостероидах я бы хотел заострить ваше внимание. Почему? Потому что все гайды, и аллергологические, и дерматологические, они рекомендуют клиницистам отказаться от использования вообще системных кортикостероидов у пациентов
с атопическим дерматитом. Тому есть несколько объяснений. Но, во-первых, нет рандомизированных контролируемых исследований по влиянию системных кортикостероидов на течение атопического дерматита. Во-вторых, если уж их и применять, то их следует применять очень короткими периодами, буквально несколько дней, 2-3 дня, для того, чтобы обеспечить так называемую бридж-терапию для перехода к другим препаратам системным, таким как циклоспорин, как микофенолат мофетил, таких как метотрексат и так далее. То есть для того, чтобы убрать воспалительный компонент острый очень быстро и быстро от них уйти. Почему? Потому что чем дольше вы назначаете системные кортикостероиды, тем больше вероятность получить феномен рикошета, утяжеления состояния кожного статуса у пациента с атопическим дерматитом. Поэтому я бы вас как дерматолог попросил не использовать вообще в своей практике системные кортикостероиды у детишек с атопическим дерматитом. Это, в общем, терапия, которая должна быть очень взвешенной. Не стоит к ней относиться как к легкому варианту выхода из тяжелого состояния. Очень интересная таблица, на мой взгляд, которая показывает вам другие офф-лейбл системные лекарственные средства, которые предлагались в разное время использовать для лечения наших пациентов. Тут и биологические агенты, ритуксимаб, меполизумаб, омализумаб, устакинумаб, которые некоторые пришли к нам из ревматологии, некоторые из клиники псориатической болезни. Но и здесь есть и другие лекарственные средства, например, такие как алитретинаин, апримиласт, фецитинип, иммуноассорбция, стабилизаторы мастоцитов, антагонисты лейкотриенов, внутривенный иммуноглобулин. Надо сказать, что попыток таких использования и предложить новые системные препараты в лечении тяжелых форм атопического дерматита очень много было, но не все эти лекарственные средства прижились. Вы видите, что степень доказательности достаточно низкая у большинства из них. Прижились, например, такие препараты, как алитретинаин, который доказал свою очень высокую эффективность у пациентов с расположением атопической экземы на кистях. Он у них достаточно эффективен. Нет определенных данных однозначных в отношении антагонистов лейкотриенов, но тем не менее они очень часто рекомендованы к использованию у пациентов в качестве, опять-таки, спарринг-терапии к антигистаминным препаратам, например. И, конечно, мы не можем с вами не говорить о новых системных лекарственных препаратах. Это, опять-таки, группа биологических агентов. Данная таблица представляет вам все известные молекулы. Некоторые из них уже проходят 3-ю фазу испытаний клинических и вот-вот будут введены в клиническую практику. Посмотрим, что будет получаться. Хотелось бы, конечно, чтобы лекарственных препаратов становилось больше для лечения именно тяжелых форм, потому что, к сожалению, в настоящее время мы очень сильно ограничены системными препаратами с большим количеством побочных эффектов. И заключение. Обилие терапевтических стратегий атопического дерматита продиктовано очень сложной патофизиологической составляющей данного заболевания. Несмотря на очень сильную генетическую привязанность данного состояния, пациенты не должны находиться в состоянии отчаяния. Им нужно настойчиво разъяснять, что атопический дерматит – это хорошо корректируемое состояние, и мы им обязательно в этом плане поможем. Адекватное лечение атопического дерматита, оно предполагает тесное взаимодействие не только между смежными специалистами, но и очень доверительный контакт должен быть установлен между врачом и пациентом, врачом и родственниками этого пациента, врачом и родителями этого пациента. Тогда мы обречены с вами на успех. Чрезвычайно
полезные образовательные программы в этой связи для пациентов, для их родственников, для их родителей, если это совсем маленькие детишки. Нужно отметить, что в последнее время все больше препаратов синтезировано иммунологической направленности, и именно с этими препаратами как-то ожидаемые эффекты и надежды наши связаны на прерывное лечение атопического дерматита. Всем привет! Вы на канале ДВЭКО. Тема сегодня очень интересная. Атопический дерматит у детей. Последний слайд. Я вам хочу сказать, что каждый год 14 сентября во всем мире проходит Всемирный день атопической дерматита, профилактики и борьбы с этим состоянием. И мы должны с вами сделать все, что в наших силах для того, чтобы помочь этим пациентам. Я вам еще раз напоминаю, что вы все это время находились на YouTube-канале для профессионалов, дерматологов, онкологов и косметологов, который называется ДВЭКО. Мы очень ждем вас всегда на своем канале, мы ждем ваших отзывов о нашей работе. Мы хотим, чтобы вы активно рассказывали нам, какие еще проблемы вас интересуют. Следите за новостями в Инстаграме, в Фейсбуке. Я думаю, что мы вас еще очень много раз порадуем очень интересными тематиками, как смежными, так и чисто дерматологическими. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь здоровыми, счастливыми в этой жизни. Спасибо.